Итак, еще раз доброй ночи. Начинаем по новой. Я переключила на домашний интернет, потому что интернет по утрам мегафон тупит иногда, чтобы не прервалось. Начнем. Итак, про защиту сказано очень много чего, но до конца не выяснено, что такое защита, откуда человек получает эту защиту, как теряет эту защиту, как работает эта защита и так далее. Как меняются защитники человека и прочее, прочее. Сколько раз за жизнь человек приобретает эту защиту, сколько этих защитников, как они работают, и как благодаря родителям человек теряет постепенно свою защиту. Дорогие друзья, человек рождается свободным. Он не принадлежит ни одной религии до того момента, пока его родители за него не решат, или пока он сам не решит за себя, какую религию ему исповедовать. Религии – это искусственно придуманные эгрегоры человеком. Они наполняются человеческими деньгами, молитвами, энергией, где-то страданиями, где-то радостями, ну, по меньшей мере, да. Но они наполняются искусственно, постоянно. Люди идут, посвящают себя этой религии, жертвуют много этой религии, приносят деньги, она пополняется денежной силой, она пополняется энергией человеческих отношений, молитв, мольбы, просьбы. И вот так за века религия усиливается и усиливается благодаря жертвам человека. Вера же, вера в родных богов, она не нуждается в подпитке постоянно, потому что она существует без нас. Одно дело, если мы хотим усилить свою связь, мы должны обращаться к этим силам, получать их помощь, радоваться, и они питаются вот этой силой нашего счастья, благополучия. Теперь, когда человек рождается, он получает защитника. Он получает защитника от богов, от родных богов, которые его создали. Этот защитник называется дух-хранитель, дух-покровитель, дух-защитник. Этот дух-защитник в течение жизни человека меняется. Сначала дух-защитник для ребенка до 6 лет. Потом меняется дух-защитник для ребенка до 13 лет. Потом меняется дальше и дальше. И после 24 лет дух-защитник человека остается с ним до конца его дней, защищая его и помогая. Древние говорили, это есть сама смерть, наша смерть. Наша смерть ходит с нами рядом до того момента, пока не придет наше время. Вот нам суждено столько времени жить, вот столько времени он будет нас охранять. То есть человеку суждено прожить там 70 лет, он 70 лет его будет оберегать от всего. Как только подойдет 70 лет, дух-защитник отойдет в сторону и подождет, пока человек умрет. Каким образом он умрет? От сердечного ли приступа? Он сделает так, чтобы тот ушел на край, скажем так, огорода, да, и чтобы его голос никто не слышал, и чтобы он упал и умер, потому что его время пришло, и он должен его забирать. Либо человек не заметит проезжающий транспорт, попадет под транспорт. Либо у человека резко ухудшится здоровье, он начнет болеть, а значит, эта сила сделает все для того, чтобы его не смогли вылечить, и он умер. Вот пришло его время, вот он должен жить 70 лет, и он 70 лет будет его оберегать от всех трудностей. В 70 лет он его заберет. Это его дух-защитник, его смерть, которая с ним рядом ходит. Он дан богами, родными богами, теми, кто привел его в этот мир. Второй тип защиты у человека – это защита по крови или родовая защита. Родовая защита – это один из его предков, могущественных, сильных предков, который становится берегиней или тот, который оберегающий дух, мужчина это или женщина, и защищает этого ребенка. Это может быть прошлогодняя умершая бабушка, это может быть 1000 лет назад умерший дед. Это не имеет значения. Тот, кому поручено
защита данного ребенка будет защищать его, зависит от того, насколько сильный род. Если это могущественный, благородный, сильный род, у которого есть очень много заслуг перед Вселенным, то его потомство защищенное, то есть люди, которые имели, то есть которые открывали богадельни, которые помогали бедным, несчастным, которые помогали вдовам, которые занимались меценатством и так далее, их род, их дети, они сильны. Даже если они теряют, скажем, имущество, в любом случае это сильный род. Они со временем, через некоторое время опять приобретают это имущество, эту славу, эту силу. То есть генетика. Мы говорим, вот адвокаты, да, в семье там друг за другом, вот адвокаты. Вот у них дед был такой меценат, был такой человек, благодетель, вот он помогал таким-то людям и так далее. И вот прошло время, революция, там их, значит, изгнали или они убежали. Вот они убежали в другую страну, но все равно их генетика взяла вверх. Через некоторое время эти дети, внуки стали известные адвокаты, стали очень высокооплачиваемые юристы. В общем, они поднялись, снова богатые люди. Это защита их рода. Если род заслужил перед Вселенным, если род перед Вселенным сделал нечто такое, ради чего стоит уважать этот род и ради чего имеет он привилегии, то защита этого рода настолько могущественна, что сколько бы эти дети, внуки не страдали из-за каких-то режимов и прочее, прочее, в любом случае они продолжают свой род. Основное количество людей спасается, а иногда и весь род спасается. И эти люди, это неважно, могут они быть и крестьяне, например, которые всю жизнь жили честным трудом, которые трудились на своей земле, то есть они... Это род, который не испачкал руки в крови. Род, который не был замечен в братоубийственных гражданских войнах. Это род, который не занимался грабежами и, скажем так, и прочими, да, недостойными поступками. Это род, в которых не были гулящие бабы, пьющие мужики и так далее. У этого рода сильная защита. От каждого рода идет защитник. Но смотря какой у вас род. Если ваш род прогнивающий, если ваш род уничтожается, если ваш род уже подходит к обрыву, если там в основном люди негодные, то от них будет и такая защита. Насколько они способны, настолько они защищают свое потомство. Это второй защитник. Третий защитник. Третий защитник приходит после. Он приходит, настолько человек заслужил своими, скажем так, своими делами, насколько он заслужил эту защиту, насколько он заслуженный человек, какой образ жизни ведет, и в течение времени приходит третий защитник. Далее защиту человек может просить через ведьму, может попросить там в какой-то момент, например, с помощью ритуалов, попросить этого защитника на время, пока эта проблема не решится, пока опасность не минует. И вот так до бесконечности. Итак, что происходит? Человек рождается, он получает от своих богов, создателей его защитника. Родители берут, обращают ребенка в какую-либо религию, скажем, в христианство или в ислам. Из этой религии они получают защитника себе. То есть, вот в какую религию они ушли, значит, защитник от богов оставляет человека, он уходит. Приходит защитник от этой религии. Насколько сильна эта религия, насколько она защитит, насколько этой религии есть дело до человека, до его судьбы, это уже, скажем так, второй вопрос. Главный вопрос в том, что защитника от богов отсекаем. Придя, получая, значит, у мусульман это суннет называется, то есть обрезание, да, у девочек это немножко по-другому происходит, это название, звание, дать имя. Но в любом случае это посвящение в религию. Родители сами решают это, не спрашивая у ребенка, хочет он или не хочет. Они его приводят к своим богам, к своему богу. Вот, отсекли.
Потому что, войдя в храм или в мечеть, человек принимает эту религию. Все. Его родители за него принимают решение. Они отсекают того хранителя, который идет издревле, с древних времен. Они его отсекают и дают своего защитника, защитника своей веры. Теперь этот ребенок должен следовать всем законам и канонам этой веры. Потому что если ты хочешь, чтобы тебя защитили, значит, ты должен следовать полностью всей инструкции. Ты должен играть по правилам этой игры. Если ты становишься христианином, ты должен полностью следовать христианским принципам. Полностью. То есть, смотрите, если ты или твои родители тебя привели в религию, ты должен следовать полностью законам христианства. А именно, ударили по левую щеку, подставь правую. Ты подставляешь правую щеку? Нет. Прости врагов своих. Прощаешь врагов своих? Нет. Принципы этой религии таковы. Взяты они с язычества, переделаны, искусственно созданы. Не имеет значения. Его правила такие. Ты должен следовать полностью его правилам. Если ты не следуешь его правилам, что случается с человеком? Его защитника, взятого от богов, который должен был его защитить, невзирая на то, следует он правилам, не следует он правилам. Это со временем, если человек действительно переступил черту, защитник уходил. Но до того момента, пока ты не сделал смертельных, страшных вещей, этот защитник от твоих богов оставался с тобой. Но поскольку этого защитника отсекли, сказали, от него отказались, мы тебя не хотим, уходи, мы берем себе религию. Мы защитника берем в христианстве или в исламе. Привели человека туда. Он получает защитника с этой веры, с этой религии. Прекрасно. Теперь он должен полностью следовать канонам этой веры. Дорогие друзья, если человек не следует законам этой религии, его защитник уходит от него. Он его не защищает. Все. Получается человек абсолютно беззащитный перед миром. Смотрите, в христианстве можно пьянство? Нет. В исламе можно пьянство? Нет. Если человек пришел в христианство либо в ислам, он должен следовать канонам этой религии. Иначе его привести туда не надо. Значит, не нужно родителям принимать решение за ребенка, подождать надо, пока человек сам решит. Либо никогда не нужно привести в какую-либо религию. Почему? Потому что, еще раз говорю, отсекаем мы первую защиту от богов. У человека до крещения, до обращения в какую-либо религию защитник от своих родных богов. Если человека приводят к религии, защитника убирают. Значит, его убирают. Что такое раскрещивание? Это вернуть себе защитника от богов. Вот что это означает. Человек отсекает защитника от богов, берет защитника от религии. Защитник от религии говорит, чтобы я тебя защищал, делаешь это и это. Ты это делаешь? Нет. Ты принимаешь ислам, ты женщина, ты должна покрыть голову. Ты покрываешь? Нет, я современная девушка, не пойдет. У тебя вот, чтобы я тебя защитил, значит, ты должен делать вот это. Не делаешь? Отлично. Значит, 1 пункт минус. Второе, ты должна делать вот так. Ты это делаешь? Нет. Ты делаешь 3 раза намаз? Нет. Ты соблюдаешь пост? Нет. Ты ничего не делаешь. За что тебя защищать? Какого черта защищать тебя? Я не буду тебя защищать. Почему? Потому что человек не дает этому эгрегору, этой силе никаких, скажем так, своих жизненных сил, да, не защищает. То есть оно не платит ничем. За эту защиту надо платить послушанием, своей энергией, своим вкладом в эту религию. Ты платишь за защиту. Чтобы эта религия тебя защитила, ты должна полностью следовать этой религии. Если ты хоть один из этих канонов нарушаешь, эта религия тебя не защищает. Значит так, ты лишаешься защитника от богов, придя в религию просто для красоты, для показухи, что вот мы тоже вот своего ребенка крестили, ты обрекаешь своего ребенка на то, что со временем он лишается защиты и этой религии в том числе. Потому что, придя в любую религию, к любой силе, ты должен от и до соблюдать все законы этой силы, чтобы она тебя защитила. Человек остается в воздухе. Что происходит с человеком?
С человеком происходит следующее. Когда человек без защитника, человек по жизни идет вниз. У него трудности, он все больше и больше нарушает, скажем так, вселенские законы. Он пьет, он прелюбодействует, у него несколько женщин, у него дети рождаются. Ни по одной религии это не поощряется, по сути, да? В какой-то момент он начинает разбойничать. В какой-то момент он в пьяной драке кого-нибудь пырнул ножом. Все, его никто не защищает, у него уже затуманенный мозг, затуманенный разум. Все, он пошел в откос в жизни, он достался злым силам. Если человек пырнул кого-то ножом, естественно, понятное дело, что его посадят. Его посадят там лет на 15, еще о чем-нибудь, да? Значит, вот его посадили. Он все эти 15 лет отдает свою силу этому эгрегору зла, потому что они же его съедают, он же страдает, он хочет домой, хочет на волю. Вышел на волю, он изгой, он всю свою жизнь будет отдавать дань злым силам. То есть, дорогие друзья, первого защитника убирая и взяв другого защитника, мы должны думать 100 раз, что если мы принимаем религию или приводим в религию своего ребенка, мы должны быть уверены, что наш ребенок 1000000% будет соблюдать все законы этой религии. Когда говорят, мы покрестили своего сына и дали ему ангела-хранителя. Очень хорошо, прекрасно. Но ваш сын, вы уверены, что будет соблюдать все законы и каноны той религии, куда вы привели его, не спрашивая его? Не спрашивая, не подождав, пока он станет зрелым человеком, пока он сам примет это решение, пока он придет к тому, что да, я смогу соблюдать и хочу туда. Мы не спрашиваем его. Это неосознанный шаг. Он даже не знает об этом, что его покрестили. Что он должен теперь соблюдать законы этой веры, иначе защиты у него не будет. То есть мы отрываем от своего ребенка древнего защитника, мы даем искусственного, нового защитника в религии. Привели его туда. Прекрасно. Доброй ночи. Но здесь не соблюдаются все каноны и законы религии. А значит, у человека нет защиты ни там, ни здесь. Он беззащитен. Все. Этот эгрегор его не защищает, потому что он не соблюдает, 100% не соблюдает все эти предписания. Очень тяжело соблюдать все предписания и в этом мире остаться в живых. Потому что если там сказано, что ты должен просить своего врага, то навряд ли ты это сделаешь, правда? Там сказано, что нужно молиться за тех, кто тебя гонит, а мы не молимся за тех, кто нас гонит. Мы гоним их обратно. То есть мы в душе язычники были, есть и будем. Но притворно, показушно мы принимаем какую-либо веру. Но в душе мы язычники. Если нас ударили на улице кто-нибудь, мы разворачиваемся, бьем в обратную. Потому что это закон Вселенной. Так надо делать. Надо ударом отвечать за удар. Религия говорит, соблюдай, подставь щеку. А почему она так говорит? Для того, чтобы тебя не защитить. Потому что знает, что в человеческой природе нет такого, что человеческой природе чуждо. Чуждо просто подставлять щеку, когда тебя бьют. Потому что она прекрасно знает, что эти правила невозможно не нарушить, если ты хочешь просто жить. А значит, придуманы изначально эти правила для того, чтобы ты, придя туда, их нарушил. А значит, был наказан. А значит, он тебе ничем не обязан и защищать в том числе не будет. Все. Следующий момент. Значит, приводим по христианским канонам, мы крестим ребенка, правильно? Мы берем для них крестных родителей. Значит, второй защитник – защита рода. У человека связь со своим родом. Род защищает человека. Если у человека есть какие-то проблемы, если человека обидели, если род могущественный, сильный, он отомстит. Если род вымирающий, то он ничего не сделает, он слишком слаб. Но если вы обидели человека сильного рода, учтите, даже если у него никого нет в этом мире, за ним стоят сильные бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, еще более далекие предки, сильные люди. И поэтому они мстят. Почему говорят, например, ведьму не трогай? Потому что ведовской род, он очень сильный. Если я вам скажу, что моя прабабушка, прадед, мои прабабушки
сестра, моей прабабушки брат, мой дед, отцов, то есть отец, да, моя бабушка, мать моего отца и прочее, прочее, дальше, дальше. Это все люди, у которых были способности, и что у нас практически у всех родственников что-либо-то есть, это получается очень сильный род. Обижая такого человека, ты затрагиваешь бабушек, прабабушек, дальних предков, людей, которые имели способности, силу. Будут ли они тебе мстить? Да. Если затрагиваешь человека, у которых в роду одни алкоголики, и род вымирает, и род уже заканчивается, будет ли кто-либо мстить за этого человека? Навряд ли. Даже если попробует, эта душа слишком слабая, чтобы чего-нибудь смогла добиться в этой жизни. Понимаете? А я знаю, что, например, ребенок, который был из очень благородной семьи, попал в приемную семью, вот вышел на улицу поиграть, и там эти дети, значит, обидели его. И он что-то там пожелал в сердцах и вернулся домой. И ночью сгорел дом. И эти люди еле-еле спаслись. И пожарные не могли понять, как эти проводки ни с того ни с сего вспыхнули сами. То есть род этого ребенка, который был из очень сильного рода, просто остался сиротой, за него мстил. Понимаете? Далее. Первую защиту мы поняли. Первая защита от богов. Отсекаем, берем новую религию. Вторая защита от рода. Вторая защита от рода идет у человека. Когда приходят, крестят ребенка, что делают? Отсекают от рода. У вас забирают ребенка и отдают крестным родителям, названным родителям, то есть не настоящим. Их род вашего ребенка защищать не будет, потому что это не родная кровь. Это просто родители понарошку, понимаете? Это просто так, вот игра такая. Вот такой ритуал отсечения от рода. Отсекают от рода, отдают приемным родителям. Ты там никто. Крестная мать держит ребенка и крестный отец. То есть мы ребенка отсекаем от защиты рода и отдаем непонятно в какие руки, непонятно каким силам. Потом мы говорим, наши дети нас не слушаются, наши дети нас не помнят, наши дети к нам охладевают, потому что мы их оторвали от рода своего. Мы их родители, мы дали им жизнь, мы их зачали. Но мы берем, отдаем чужим тетям, дяденькам. Это, скажем так, это объясняется таким образом, мол, в этом мире, если вдруг с вами что случится, крестные родители обязаны, значит, быть рядом с этим ребенком. Мы как бы даем других еще родителей дополнительно для того, чтобы они помогали нашему ребенку, если чего-нибудь с нами случится. То есть мы рожаем ребенка и собираемся помирать, чтобы чужие люди помогли нашему ребенку. Смешно, да. Но мы это делаем с полным серьезным лицом. Не так ли? Мы отсекаем своего ребенка и отдаем чужим людям. Мы отказываемся от него там. Мы от него отказываемся. Этим ритуалом мы от своего ребенка отказываемся. А значит, мы лишаем своего ребенка защиты нашего рода. Отсекаем и отдаем. Все, у тебя вон твои родители, мы никто. Нас туда не допускают к этому вот мероприятию. То есть этих родителей закрепляют за этим ребенком. Вот, значит, отдаем вам, Богу Израилева, во славу Израилева. Хотя, еще раз говорю, что Израиль сам не рад, что у него есть такой свирепый Бог. Но это ладно. То есть мы отсекли и отдали чужому Богу свое дитя. И чужим людям. Наш род больше не защищает этого ребенка. Он по традиции больше не наш ребенок. Я вам сейчас объясню, что это за традиция, откуда она пришла. Дорогие друзья, у армян есть такой ритуал. Если в семье все время умирают дети, мальчики, значит, род не хочет продолжаться, значит, у рода не будет продолжения. Есть такой ритуал, называется обмануть смерть. Значит, ребенок, как только рождается, отдается в руки мусульманки. Они находят семью мусульман, отдают ей в руки и говорят, это твой сын, я тебе отдаю его. Называй его, как ты хочешь. И эта семья родителей
то есть мужчина, женщина, которые согласились быть родителями этому ребенку, понарошку, они не будут расти его, они не будут воспитывать. Они просто в начале его жизни принимают его как своего ребенка. Они говорят, я тебя называю, например, Мухаммед, Али, как угодно. Они дают ему название мусульманское. Этот ребенок растет по паспорту, он может быть Тигран, там, Армен, как угодно. Но в жизни его называют там Али, Мага и так далее. Поздравляю вашу маму. Так вот, вот они берут этого ребенка себе в сыновья. И когда сила смерти приходит, там уже нету армянского ребенка, там есть Али, там есть или есть Мага, например, Мухаммед, да. Это уже не христианский армянский ребенок, это мусульманский мальчик мусульманской семьи. А значит, сила смерти не может его забрать, потому что у силы смерти стоит задача забирать с этой семьи ребенка. Понимаете? Вот этот род не должен продолжаться. Он должен прийти и все время забирать мальчиков. Но когда он приходит, уже этим ритуалом ребенок отдан другим родителям. Они его назвали по-другому. Да, религию он не меняет, но они же другой религии. Они же другой силе принадлежат, другому эгрегору. Эта сила не вправе у той силы отобрать того, кто принадлежит ему. То есть силы, они справедливы, они между собой не ссорятся. Если ты стал христианином, эта сила будет тебя защищать. Ты стал мусульманином, будет защищать тебя исламская сила, эгрегор. И если смерть, эта сила смерти приходит для того, чтобы забрать из этой семьи христианской мальчика, он сталкивается с тем фактом, что ритуалом этим ребенок отдан другим родителям другого верования и с другим именем. Все, нету в этой семье мальчика, некого забирать. Но он-то генетически их ребенок. Понимаете? Точно так же делают мусульмане. Когда в семье все время умирает ребенок, они находят христианскую семью, пару, и просят: возьмите нашего ребенка, назовите его, как вы хотите, и нарекайте его своим сыном, чтобы наш сын выжил. Потому что когда из нашей силы придет эта сила, чтобы забрать нашего ребенка, чтобы прекратить наш род, они больше не увидят мусульманского мальчика, они увидят христианского мальчика. Мальчик христианских родителей, названный христианским именем. Нету в этой семье этого ребенка, кого забрать? Понимаете, одним ритуалом передается ребенок другим родителям, другой силе. Передача другой силе. Это называется ритуал обмануть смерть. Когда в семье все время смерти детей, значит, род заканчивается. Значит, надо этот род повернуть в другую сторону. Надо найти родителей понарошку, то есть эти родители согласны взять этого ребенка себе. Я еще раз говорю, они не забирают этого ребенка, но они символически называются его родителями. Мы берем тебя, там, мальчик, такой-то, ты наш сын, называем таким именем. Все, они признали его своим ребенком. И эта сила смерти, приходя, чтобы забрать этого мальчика, не имеет права его забирать, потому что у этой семьи уже нет детей. Этот ребенок отдан другим, то есть родителям. Все, он не их ребенок, а значит, не заберет у них, понимаете? Так вот, точно такой же ритуал происходит и в христианстве. Передача ребенка другим родителям. И когда сила рода приходит, чтобы помочь, чтобы оберегать и защищать, он не видит вашего ребенка. Его нет. Его отдали другим родителям определенным ритуалом. И значит, сила рода вашего ребенка спасать не будет. Для чего отсекается первородная сила, да, защитная, и защитная сила рода? Для того, чтобы полностью человек был отдан вот религии, вот этому эгрегору. Полностью принадлежал его финансы, его мысли, его сила, его мольба, его энергия. Все должно уйти туда и насыщать эту энергию, потому что все религии существуют за счет энергии, вклада. Деньги – энергия, да. Постройка церкви – энергия, да. Ходьба людей – энергия, да. То есть это все энергия. И эта вся энергия
насыщает и усиливает эгрегоры. Эгрегоры, которые пришли позже, намного позже. В отличие от древних богов, которым подпитка не нужна. Этим силам подпитка нужна. И для того, чтобы ваш ребенок, а потом его дети, и внуки ваши, и правнуки все время питали эту силу, вы их отсекаете от рода, отдаете чужим людям. То есть ваш род уже отношения к этому не имеет и никак не руководит. Значит, эти две защиты отсекаются от человека. Человек остается беззащитный, абсолютно слаб перед Вселенной. Если он не соблюдает законы этой религии, значит, и религия его не защищает. Он остается одинешенько, абсолютно в воздухе. И у человека начинается проблема. Поскольку человек не защищен, то к нему могут прийти и прилипнуть и болезни, и порчи, и проклятия. Это все энергии, это все отрицательные энергии, это все лярвы, это все сущности, которые посылаются вот этими посылами энергетическими, да, насыщенными желаниями идут. То есть, если у человека есть защита, этот защитник как щит, понимаете, он стоит, собственно, слово «защита» и означает за щитом, то есть закрыто, да, как бы получаешь помощь в трудную минуту. Когда у человека есть защита рода, когда у человека есть защита богов, то эти силы к нему не липнут. Чаще всего дети начинают болеть, когда их крестят. Вот после этого они очень уязвимые, больные какие-то такие, ну, в общем, ранимые, такие болючие дети. Когда у человека есть защита богов и защита рода, то все, что на его голову приходит, все, что посылается, это все отсекается, это все отражается вот этими защитными силами. То есть это черные силы, которые идут к человеку. И это защитная сущность, которая стоит, их как бы отпихивает, убирает дальше, не дает им подойти к человеческому, значит, к его вот этому кокону, энергетическому полю. У человека есть энергетическое поле. Вот человек, да, предположим, вот вокруг него такой яйцеобразный кокон. Это его защита, это его энергетическое поле. Там созревает его энергия, он берет эту энергию, фильтрует с этого мира, очищает, вот этой чистой энергией питает человека, его ментальное тело, его астральное тело, его душу и так далее. Когда начинает постоянно вот эти атаки, оно как бы пробивается и начинает наполняться грязной энергией. Начинает его... Давайте не будем сейчас. Я привела пример. Я не сказала, что 100% 70%. Я сказала, например, если человеку суждено 70 лет. Если. Значит, пробивается вот этот защитный кокон. Туда наполняется грязная энергия, туда идут лярвы, туда идут определенные темные, черные силы, злые силы и так далее. Липнут к человеку, к его энергии. Они начинают, как кровососущие пиявки, забирать его жизненную энергию. Если нет жизненной энергии, нету удачи, нету счастья, нету силы, нету денег, ничего нету. Человек слаб, он ничего к себе не притягивает путного. Вот он такой порченный. Точно так же порченные люди к нему, значит, чаще всего липнут. Если человек проклят, он и женится на такой же, который точно так же проклята, который точно так же ущербна в этой жизни, у которой точно так же заканчивается род и сила жизни. И вот они вот так всю жизнь будут мучиться, работать, ничего у них не получается. Постоянно там какие-то выкидыши, больные дети, или просто дети рождаются, никак не получается. Вот все квартиру получают легко просто, а вот тебе ну никакую, ничего никуда не продвигается, не может ничего и так далее. В общем, отсутствие этих двух защит становится судьбоносным. Я сейчас не буду обсуждать, зачем и почему. Эти традиции мы обсудим отдельно. Далее. Что делает человек, когда у него дела плохие? Человек идет очищаться, смотря насколько ведьма сильная. Есть сильная ведьма, есть
ну, так, средненько что-то умеет, знает. А есть вообще люди, которые абсолютно ничего не умеют, не знают и выдают себя за ведьм. Вот приходит человек. Как бы его очищают, якобы очистили, что-то сделали. В основном снимает просто вот этот верхний слой негатива, и ему становится на первое время легче. Понимаете? Давайте закончим, Руслан. Вы мне мешаете сейчас говорить. Вы мне надоедаете вот этим постоянным однообразными постами. Все, вы свободны, Руслан. Идите платить кредиты. Так вот, значит, вот она очистила верхний слой вот этого негатива. Человеку вроде стало легче. Проходит некоторое время, он чувствует, опять ему плохо. Опять начинается. Значит, не до конца это все было снято. Значит, не был вызван защитник. Потому что после снятия должен быть вызван защитник. Когда вызывается защитник, этот защитник усиливает, здравствуй, Наталья, усиливает то, что сделано, восстанавливает человека и не пускает к ним больше вот этих вот темных сил. Значит, следующий защитник получает человек от ведьмы, если это действительно профессиональная ведьма. Эта защита может быть на долгие годы. До того момента он бывает у человека, пока человеку он нужен. То есть пока у человека есть нужда, этот защитник рядом с человеком. Он помогает, он оберегает, он, скажем так, дает определенную силу, подпитку, чтобы он достиг тех целей, куда идет, к чему стремится. И когда у человека уже все хорошо, постепенно этот защитник его покидает, потому что считает, что он уже не нужен, все сделано. По сути, он уже усиливает человека до такой степени, что уже он неуязвим. Может быть, до конца жизни эта защита не нужно обновлять, а может, нужно временами обновлять. Когда человек возвращается к родным истокам, к родным богам, он получает обратно защитника богов и получает обратно защитника своего рода. Если человек считает, что его род слабый, если у человека проклят род, и он просто исчезает, то есть этот род вымирает, то защитник от этого рода абсолютно не нужный. Тогда совершенно по-другому нужно делать ритуал. Если у человека проклятый род, если род вымирает, дорогие друзья, отсекается этот род и защитник от этого рода. И призывается совершенно иной защитник с помощью ведьмы. Это силы, это определенные силы, которые мы призываем и закрепляем за человеком. То есть даем задание, то есть указываем, приказываем остаться с этим человеком, защищать этого человека, не покидать, оставлять. Эта защита называется по-разному. Зеркальная защита называется, например, если вызывается дух из-за зеркали, тать потусторонняя. Есть стихийная защита, защита силы огня. С помощью духа огня защищает человека некоторое время. Есть защитник, который призывается, просто призывается определенный дух-защитник. Есть защитник, который призывается как душа. Душа определенной женщины, например, на кладбище идут, когда нету, ничего не помогает, никак ничего не меняется, идут на кладбище и просят душу, молодую душу, которая ушла, защитить этого человека. Понимаете как? Магия – это очень интересная вещь и очень интересная наука. Ты можешь закрепить мертвеца за человеком, и он его рано или поздно заберет в могилу, а можешь прийти и попросить у мертвой души защиты для живого человека. И мертвая душа будет самоотверженно защищать этого человека за определенную награду, а потом уйдет в покой. Ну, например, человек висит между мирами, он не может уйти. Он не может ни здесь остаться, ни там остаться. Ему очень тяжело, он без подпитки. И тут ты идешь, находишь такую душу и говоришь: тебе нужна подпитка, тебе нужна алкоголь. Знаете, слышали кормление мертвых, кормление духов? Это мы не кормим их с ложки, мы оставляем им определенные жертвы, оставляем им, например, мясо с кровью, мы оставляем им благовония, конфеты, хлеб,
алкоголь, табак и так далее. Это все энергия, дорогие друзья. Если человек питается едой, физиологической частью еды, да, то духи питаются молекулами еды, то есть ароматом еды и прочее, прочее. Они этим ароматом, этими молекулами еды насыщаются, получают силу. И вот ты говоришь, вот ты бродишь между мирами, у тебя нет покоя. Давай я тебе дам задание. Ну, я так грубо говорю, да? Я тебе дам задание. Приди, защити этого человека, а он будет тебя кормить. Он будет оставлять тебе каждый раз. Ну, ты учишь человека, что надо оставлять вот это, надо оставлять то, благодарить. Когда это дело уже завершается, я сделала такую защиту парню, которого забирали по контракту служить. В Ирак, в Сирию мать приходила, ну, имею в виду наши миротворческие войска. Мать приходила его и просила защиты для сына. И я, дорогие друзья, отдала ему в защиты парня, который сам служил и погиб в Чечне. Я, когда пришла на кладбище и почувствовала, что эта душа не успокоилась, она бродит между мирами, я сказала ему, вот человек, его отправляют на горячие точки. Ты там уже был, ты знаешь, что это значит, ты знаешь, насколько там страшно. Ты сам погиб также. Ты понимаешь, какая сильная защита человеку там нужна. Вот ты погиб молодым и не хочешь уходить, ты между мирами. Я тебе дам возможность уйти. Помоги ему, защити в этот период, он будет тебя кормить. А потом, когда он вернется живым, я тебя отпущу, я помогу тебе уйти туда, где ты хочешь, куда ты хочешь уйти. Вот проходит некоторое время, и, то есть я этот ритуал совершила, закрепила за ним эту помощь. Помощь мертвой души, заметьте. И я сказала, что он должен делать постоянно, чтобы эта душа его защищала. Дорогие друзья, он вернулся живым, здоровым, все хорошо. Тогда я пошла на кладбище, поблагодарила его, оставила все, что нужно, и сделала ритуал отпущения души. Есть такой ритуал, когда ты просишь у богов, просишь у сил дать этой душе в награду успокоение, потому что он защитил собой живую душу, то есть он заслужил. Эта душа как бы заслуживает спокойную жизнь. Вот, и ты отпускаешь эту душу. Это тоже защита. Но это защита на время. На время сильной опасности нужна такая защита именно души. Не духа, а души. Именно такого человека, который сам это прошел. Когда человек пропадает, я иду на кладбище, нахожу могилу молодого человека. Желательно, чтобы этот человек, например, погиб или умер пораньше. Ну, не говорю желательно, ну, чтобы вот могила была такая. Я прихожу к этой душе и говорю, вот тебя нет в этом мире. Ты хотел жить, но тебе пришлось уйти. Катастрофа тебя забрала. Ты хочешь найти успокоение, ты хочешь смириться со своей смертью, потому что люди не хотят смиряться со своей смертью. Они приходят к своим родным, они приходят в дом, они шумят, они ходят, они нервничают, они злятся, они переживают эти души, потому что они видят своих родных, а родные их не видят. И душа, например, стоит и говорит там, мам, посмотри на меня, вот я здесь, ты меня не видишь, вот я здесь нахожусь. Я слышу эти голоса, и я понимаю, что душа мучается, она не хочет уйти, это молодой парень. И он приходит, отключает телевизор, когда мать смотрит телевизор. Он роняет вазу, он открывает ставни, он открывает двери, он шумит дома. Он постоянно держит ее в напряжении, потому что он пытается сказать ей, я здесь, ты меня не видишь, вот я. Поговори со мной, я умер или я живой, что со мной случилось, почему ты меня не видишь? То есть он мучается и не хочет уходить, он не смиряется со своей смертью. Почему? Потому что молод, потому что ему хотелось жить. Жажда жизни в нем не угасла, понимаете? И его ты должна освободить от мучений. Эти души вычисляются. Эти души вычисляются
если ты действительно практик, если ты слышишь их, понимаешь их, ты можешь понять, какая душа нуждается в помощи твоей. И ты взамен на эту услугу его предлагаешь свою услугу ему. Ты говоришь, там, вот найди этого человека. Ты же все можешь увидеть. Ты можешь найти его, ты можешь в пространстве. Ты не ограничен физиологически, как мы. Пожалуйста, иди, найди этого человека. Найди этого человека и приведи его. А я взамен помогу тебе понять, помогу тебе смириться и покажу тебе, куда уйти, открою тебе портал. И вот душа идет и находит человека. Через некоторое время этот человек реально появляется. Вот теперь скажите мне, я недавно давала вам ритуал от скрипа зубного. Многим ведь помогло. Ведь многие сделали, и дети перестали скрипеть. Я уверена. Вот кто-то же нас услышал, да? И кто-то же помог, кто-то же прекратил этот скрип. Потому что это работает. Это посыл духом. Они слышат и делают. Ты же просишь. Ты к ним обращаешься, они тебя слышат. Вот точно так же посыл к душам, умершим душам. Я ему сказала, вот я сделаю для тебя вот это, а ты сделай, пожалуйста, вот это. Он свое выполнил. Я должна тоже, я должна его отпустить. Я должна открыть портал, я должна за него попросить, чтобы его отпустили. Точно по такому же принципу делается и порча. Только в порчах участвуют не те люди, которые рано умерли, хотели жить и так далее, а в порчах участвуют в основном люди, которые покончили с собой, и они не получают покоя, им не разрешают идти, пока они не раскаются. Люди, которые совершали злодеяния, непокойные души, души убийц, насильников и так далее. Призыв этих душ и отправление за тем, чтобы пришли в жизнь человека и исковеркали эту жизнь. Дорогие друзья, люди после смерти не становятся ни лучше, ни хуже. Люди, какие были при жизни, такие они после смерти. Если при жизни человек был мразью и дерьмом, он после смерти точно так же мразь и дерьмо, и он точно так же мешает всем жить. Он снится, пугает, он приходит, шумит, пугает. Он был тварью. Он при жизни питался человеческими слезами, человеческой энергией, вампирил людей, да? Он после смерти это продолжает делать. Точно так же. Если человек был благородный, если человек был достойный, если человек был, скажем так, прожил человеческую жизнь, он и после смерти такой же. Я помню, когда был сеанс, и люди писали мне, скажем так, писали мне в форуме, и я открывала как-то, да, медиум был такой сеанс, просили вызвать такого-то человека, спросить и так далее. Я помню, несколько раз я вызывала людей, спасибо, я вызывала людей, которые, ну, различных. Один человек предупреждал жену, сказал, будь осторожна с деньгами. Она сначала не поняла, потом сказала, через 3 дня сказала мне, вы знаете, я поняла, о чем речь. Я хотела дом продать, и мне начали звонить мошенники и угрожать, что если я не буду через их контору работать, значит, они мне навредят. Я говорю, теперь понимаю, что он хотел мне сказать. Меня просили вызвать дух одного человека, офицера. Он умер от сердечного приступа, но в довольно молодом возрасте, где-то 50 с чем-то лет, и просил его зять, своего тестя, вызвать и спросить. Я вызвала, я записала все его слова, что он говорил, как он говорил, манеру разговаривать. И когда я сказала, он мне говорит все время, детка, я разговариваю, детка, молчи. Он говорит, ну, он замолчал больше, ничего мне не ответил. Я думаю, ну, что за бескультурье? Я вызвала, я все им сказала, они молчат. На следующий день он мне утром пишет, Инга, не обижайтесь, пожалуйста, мы с женой до утра плакали, потому что это его слова, это его выражение. Он все время так всех затыкал. Когда что-нибудь не по нему, он говорил, детка, молчи, я говорю. Понимаете? То есть даже передают души полностью свои
скажем так, предпочтения, свою манеру говорить при жизни. Они какие были здесь, такие они там. Они никак не меняются. Поэтому, когда говорят о мертвом либо хорошо, либо ничего, это неправильно. Это римская поговорка, и там сказано следующее: о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Потому что если человек был тварью, тем, что он умер, он хорошим не стал. Он ушел такой же тварью и будет также мучить людей и после смерти. Иногда не пускать в этот дом никого. Иногда всех гнобить, гнать и пугать, пока его не уберут оттуда. Понимаете? То есть, а более всего сговорчивы, скажем так, души, которых убили. Вот люди, которых убили, они очень сговорчивы, они очень много говорят, очень много оставляют. Я как-нибудь сниму про это прямой эфир, и я вам объясню, что они говорят. Они очень много информации передают. Они очень хотят отомстить. И у них есть определенный срок отомстить. Дорогие друзья, убийство – это страшная вещь. Это отнимание у человека жизни. Если человек покушается на твою семью, на твой дом, и ты стреляешь, это не убийство. Это защита рода, защита семьи, это самооборона. Но если ты убиваешь человека ради денег, ради чего-то еще, я помню, по-моему, на Украине судили и расстреляли, ну не целую семью, их всех посадили, а ее расстреляли, женщина, отравительница. Вся семья отравителей, вся, это ужасная семья. Родственники что-то не то сказали, они перемешивают этот яд. Она работала в кухне в школе, и для того, чтобы ее свиньям досталось больше отходов, чтобы детей было мало, чтобы они мало ели, она перемешивала в их еду, значит, жуткие, там, по-моему, цианистый калий, что-то в этом роде. Вы представляете, сколько детей она убила? Она убила много детей, она убила учителей, она убила завхоза своего, она убила первого мужа, и точно так же делали все и родители этих людей, и сестра. Ужасающая семья монстров. Так вот, люди, которые были убиты, эти люди, они остаются после смерти и имеют право мстить. То есть им дается это право. Так что остерегайтесь таких поступков, потому что не зря говорят, тот, который убил, он всю свою жизнь будет нести это наказание. Эта душа неупокоенная имеет право, получает от Вселенной право мстить, дорогие друзья, от Вселенной. Поэтому эти души, они очень сговорчивы. Они описывают, кто их убил, кто что сделал. Я несколько раз находила. Первый раз, когда я сказала, кто убил, и назвала имена, и что там случилось, это была моя учительница, я об этом рассказывала. Я когда в школе ей сказала, что вашего брата, ее брата убили, я сказала, вашего брата убили такие-то люди, задушили шарфом. Я сказала, у этого шарфа была дырка, и вы сейчас ищете драгоценности, он был ювелиром, и вот драгоценности пропали, люди как бы негодовали, людям же свое, надо им же плевать, что человека нет уже, и что людям больно, что он был молодой парень и так далее. И я сказала, что эти драгоценности покатились, вы можете их там найти. Я помню ее реакцию, она побледнела, у нее из рук упали книги. Да, и меня очень сильно дома ругали. Но после этого, поскольку была грузинско-абхазская война, после этого женщины приходили ко мне и спрашивали, их сын живой или нет. Я вот одно помню, Амиран, которого очень ждали. Уже прошло больше 4 лет с чем-то, и они просто были уверены, что он живой, или хотели так думать. И, значит, мать говорила, я верю, я все равно думаю, что он в плену, наверное, он где-то живет, и мы его найдем. И если, говорит, я узнаю, что его нет, вот я тогда и сойду с ума. И мне кажется, это была защитная реакция, она не хотела верить, чтобы у нее просто не случился сдвиг.
И когда она пришла, и я сказала, я вижу огонь в воздухе. Я была ребенком, я не могла объяснить, что такое огонь в воздухе. Она догадалась, потому что они все время перелетали, то есть они все время сидели в вертолете и перелетали. И вот этот огонь в воздухе, дорогие друзья, это значило, что вертолет сгорел, и этот парень погиб. Его не стало. Чего? Извините, ничего не поняли, ну да ладно. Так вот, дорогие друзья, защитник идет от богов, от рода. Если человек отсекает защитника от богов и от рода, ему идет защитник от религии, тогда он должен соблюдать все правила религии. Если не соблюдает, у него этой защиты нет. И, по сути, человек живет абсолютно без защиты. Достигает до того состояния, что просит людей, знающих, скажем так, помочь ему в этом вопросе, снять то, что на нем есть, и поставить защитника. От того, насколько сильного защитника они смогут призвать, зависит профессионализм. Не каждый человек это может. Дорогие друзья, это не торт испечь по инструкции, понимаете? Вы можете найти очень хорошие книги, очень древние, очень сильные книги, почитать там очень сильные заклинания и заговоры, но это не говорит о том, что вас услышат, вам подчинятся, вам помогут. Ну да, вы прочитали эти хорошие заговоры, и на этом все. Они вам не подчинились. И вы не смогли ту силу призвать, которая защитит человека очень сильно. Просто так защиту не ставят, Руслан. Не убирая у человека то, что на нем есть, это все равно как помидоры закатывать в грязной банке. Пока вы оттуда все не почистили, не помыли, не стерилизовали, вы не должны там ничего ложить. И точно так же просто прийти сделать защиту невозможно. Вот почему я говорю, что вот эти все амулеты, талисманы, заговоренные свечи и так далее, это все фальшивка, это все неправда, дорогие друзья. Невозможно одной свечой зажечь свечу, она тебя защитит. Это должна быть душа, дух, сила. Есть другой вариант, я уже говорила. То, что называется вернуться к истокам, к родным богам и получить их защиту по новой. Вот тогда получаете вы их защиту по новой. Смотря, конечно, как они вас воспримут. И такое существует. Видите, ярче стало. Следующий момент. Обратиться к своему роду. Я вам давала такой ритуал, называется... все, уже забыл, алтарь предков, если помните. Это обращаться к своему роду, чтобы она начала помогать, защищать и так далее, если у вас сильный род. Если род не нужный, давайте эти вопросы не здесь будем обсуждать. Если род не нужный, если род уже вымирающий, то его защита вам не нужна. Отсеките этот род, то есть отсеките с помощью человека, который знает, как это делается, и попросите этого человека вам призвать защитника, чтобы этот защитник пришел и помог. Если вы, скажем так, вроде бы стало легче, потом снова плохо, это значит тот защитник, который пришел, дорогие друзья. Я устала объяснять одно и то же. Будьте добры. Прослушайте внимательно эту хрень про высших сил и так далее. Я читать не хочу. Если вам удалось избежать смерти, значит, ваш срок просто не пришел. Это не обязательно говорит о том, что у вас защитник был. Ваш срок просто не пришел. Или за что-то вас предупредили на всякий случай, чтобы вы знали, что вы неправильно это делаете. Я не могу сказать, ваш цыганский род сильный или нет. Не все цыганские роды сильные. Привет, Софи. Да, вот это очень сильная была бы защита. К сожалению, магия еще такое не придумала, увы. Вот. В магии нет защиты от дебилов и нету специального ритуала, по которому можно мозги, например, поменять человеку и вот умнее сделать его. Это еще мы не изобрели, к сожалению. Что касается цыганского рода, я не могу сказать, что если вы цыгане, значит, у вас очень сильная защита. Дорогие друзья, есть цыгане, которые были артисты, которые были меценаты, которые были
хорошие люди, которые достойно зарабатывали, которые были жестянники, ювелиры, мастеровые. А есть цыгане, которые, например, разбойничали в лесах, понимаете? И сказать, что если у меня род цыганский, значит, он очень сильный, я под защитой, я бы не всегда сказала. Есть цыгане, которые торгуют наркотой, и они сгубили очень много жизней. И сказать, что, например, у этих цыган очень сильный род, потому что они цыгане, ну, нет. Понимаете как? Почему-то возникло такое понятие, что вот цыганская магия, она самая сильная на земле, сильнее его не существует, и у цыган вообще жутко сильная защита, и против них никто ничего не может сделать и так далее. Но, к сожалению, хочу вас все-таки немного разочаровать. Основное количество цыган сидит в тюрьмах, основное количество цыган умирает от наркотиков, основное количество цыган живут проклятой жизнью, как отщепенцы. И поэтому это уже говорит о том, что у них нет этой защиты. Цыгане должны были кочевать, зарабатывать тем, что значит, занимаются магией, зарабатывать, продавая лошадей, зарабатывать свои работы, то есть продавая, да, они должны были быть мастеровые и так далее. Когда цыгане начали вести оседлую жизнь, когда цыгане начали торговать смертью и прочее, прочее, вот их вот эта сила, которая им была изначально дана для того, чтобы они защитили себя, вот это хорошо, защитили, люди без комплексов просто, чтобы они защитили себя, своих детей, что их предназначение было распространить особую магию. Но когда цыгане забыли про свою, скажем так, основную функцию, их главная шувани или черная матерь, они еще ее называют, это та, которая приходит, это защитница цыган, черная мать, защитница цыган, которая приходит к ним, которая указывает, кто будет следующая ведьма в роду, да, кто должна быть берегиней, защитницей. По сути, цыгане были изначально хранители магии, знаний магии. Когда цыгане это все забыли, нет, невозможно. Когда цыгане это все оставили, когда цыгане начали гоняться за деньгами, да за нечестными деньгами, когда цыгане начали вести оседлый образ жизни, когда у цыган появилась система баронов и нищих слоев. Бароны-то всегда были, но когда у цыган появилось следующее, что барон должен жить прекрасной жизнью и никак не помогать общине, а цыгане должны попрошайничать или продавать наркотики, его содержать, вот тогда у цыган вот эта вся защита, которая изначально у них была, она слетела. И поэтому сейчас цыганские семьи в основном все, каждый из них по очереди сидят, выходят, значит, постоянно у них смерти молодые. То есть вот это понятие, что если у меня цыгане, значит, в роду, значит, я вот под очень сильной защитой, потому что цыгане же это очень сильные люди и вообще неуязвимые, вот это уже давным-давно, скажем так, ну вот нет проклятых, значит, они сильные. Если у вас в роду не было подобных людей, которые, скажем, вот нарушали вселенские законы, значит, да, значит, у вас сильный род. Понимаете, я вам к чему говорю? Я вам привожу несколько различных примеров. То есть считать, что цыганская кровь уже говорит о защите, неправильно. Защита – это, дорогие друзья, о, Господи, как вы надоели уже этой глупостью, уже, ей-богу. Защита, уважаемые люди, это когда род сильный, если род не испачкался, если род не прославился убийствами, если род не был замешан в разбоях, если род не продавал эту смерть и так далее, если этот род сильный, если этот род, скажем так, людей искусства, людей, занимающихся определенную нишу в этой жизни, неважно, вы цыгане, русские, грузины, не имеет значения, вы под защитой. Но если род погряз в чем-либо, у вас нет защиты. Теперь понимаете, о чем я говорю? Вот именно. Цыгане делятся на несколько. Есть таборные цыгане, есть цыгане
культуры, то есть они в основном это бродячие артисты были, и их потомки сейчас, они именно артисты, певцы, танцоры и так далее. Поняли меня, о чем я говорю. Есть образованная часть цыган, есть, послушайте, ритуал раскрещивания у меня в ВКонтакте, так, в группе находится. Я его пока здесь не выставляю, чтобы потом тоже не свистнули, не присвоили и так далее. Он только там, в группе. Там можете найти. Это зависит от рода. Ну вот, в принципе, меня радует, что есть пока такие цыгане. Это значит, что не все потеряно, что, может быть, цыганская нация по новой начнет возрождаться. То есть вот эти традиции, обычаи цыган, они все-таки вернутся, потому что цыгане сами по себе вольный народ. И они, их предназначение по всему миру, скажем так, распространить определенную энергию, как вам сказать, своим искусством, своими знаниями о магии, своими танцами, своей традицией дать определенную энергетику. Вот боги их отправили для этого. 7000 лет назад с Индии вышло определенное племя, которое ушло от Индии далеко, как жреческая каста, у которой была такая задача по всему миру рассказывать о силах, рассказывать о том, что силы могут помочь человеку, рассказывать о том, ведь цыгане верят в судьбу, цыгане верят в то, что есть силы покровителей. Они уважают любую религию, они почитают любую силу. Они считают, что все силы достойны почитания, и злые силы, и добрые силы, и эта религия, и та религия. То есть для них, в отличие от нас, нет разницы, какую мечеть ходить или в церковь ходить. Они идут туда к силе, в их понимании. Так вот, у цыган было такое предназначение – быть всегда вольными людьми, зарабатывать своим честным трудом. То есть они были мастеровые изначально цыгане, они были коневоды, они продавали коней, они не были воры и непонятные люди. Они жили одно время в Римской империи очень долго, были богатые население, но кочевали по стране. То есть они были эдакого рода бродячие артисты. Кстати, хочу вам сказать, что Чарли Чаплин тоже цыган был. Значит, чтобы они кочевали, чтобы они как вольный народ показывали, что такое воля, что такое поклонение силам, как надо жить, как надо уважать огонь, воду, воздух и так далее. И вот когда Римская империя распалась, они, уходя из Римской империи, сказали, ну вот видите, они, уходя из Римской империи, назвали себя ромалой. А я просто цыган снимала уже не раз. Цыганские шувани. Откройте, посмотрите. И они назвали себя ромалы, что означает римляне. Рум, Рома. Одна часть ушла в Дакию, вторая часть ушла в Славонию, сюда. Значит, что я хочу вам сказать? Дакия со временем переименовалась в Румынию, маленький Рим, потому что там пришлые цыгане сказали, теперь наш Рим будет вот здесь, в Румынии. И они назвали Дакию, это даки, это предки даков, они Дакию назвали Румынией, маленьким Римом. Понимаете, это наш новый Рим. Вот, поэтому название Румынии так и осталось. Маленький Рим, как Римочка. Рум, Ром, это означает Рим, римляне. Опять начинается. Вот я мусульманка из Казахстана, можно ли мне читать? А с чего вы вообще спрашиваете, задаете этот вопрос? Я не могу понять никак. Не могу понять просто. Но я знаю, Наталья, потому что я историк. В отличие от некоторых людей, я смотрю на все с исторической точки зрения, объясняя, кто откуда произошел и у кого какое было предназначение. Кстати, в Армении очень много жило когда-то цыган. То нашествие султана Мурада на Ереван. В Ереване был целый цыганский квартал. И вот эти люди наравне с армянами вышли, воевали и погибли. И очень много погибли. Там есть огромное-огромное кладбище цыганское,
которые среднего века. Слышали когда-нибудь? Вот они, сейчас там тоже есть ансамбль цыган. И, кстати, они очень хорошо живут с нами, потому что говорят, что мы вот, ну, растворяемся в вас. Армяне, индусы и итальянцы, они дети 3 братьев. А если учесть, что цыгане это по происхождению этнические индусы, да, изначально, ну, а у них потом язык поменялся, естественно, уже там под влиянием всего этого, то можно сказать, что отчасти, да, кровь есть, некое, скажем, исходство есть. Меня в детстве всю жизнь называли цыганкой. Ко мне цыгане все время подходили и спрашивали, цыганка я или нет. Вообще, постоянно бабушки прятали от меня, значит, сумки свои в автобусе, что меня очень сильно злило и обижало, потому что они с опаской смотрели на меня. Я волосы распускала и надевала длинные сверкающие платья. Однажды пришли к моей тетке и сказали: Лейла, как твоему брату не стыдно? Прям взрослый мужик. Вот сегодня видим, там с такой красивой цыганкой молодой проходит. Как не стыдно? Вот женатый человек прям при всех вот так не стесняется. Она говорит, это его дочь. Понимаете? Мы с ним шли, мне было 15 лет. Вот я его за руку взяла, и вот, значит, пришли сразу же, доложили. Вот такие дела. И я в детстве, значит, увидела фотографию своего отца с красивой цыганкой. Взяла эту фотографию и спрятала от мамы. Значит, спрятала под свой матрас. Ну, через некоторое время у меня мама там выносит под лето эти матрасы на улицу, все, значит, перевернула мой матрас, и тут эта фотография падает. И я сразу, значит, орлицей улетаю, прячу эту фотографию, уношу. Она говорит, а что это за фотографии? Я говорю, ничего такого, просто фотографии нашла, и все, не надо смотреть. Она говорит, ну дай посмотрю. Я говорю, нет, не дам. Через некоторое время она эту фотографию нашла и говорит, ну вот, говорит, Турочка, ты даже не поняла, кто это. Это моей тетки дочка Сильва. В молодости длинные волосы распущенные. Ну, натурально, на цыганку похожа. Она и красивая была очень. Я, значит, взяла и свистнула это фото, спрятала. Отца пыталась, ну, как бы оградить от лишних разборок. Я позже объясню происхождение народов, если вам это интересно. Но я сейчас не буду каждого человека по отдельности обсуждать. Гагаузы – это некая смесь турок, персов и местных народностей. Эта нация формировалась во времена османского правления, когда были османские завоевания Европой, то некоторые народности начали принимать ислам. Так произошло, например, в Сербии. Те, которые приняли ислам, их назвали хорваты. То есть это тот же самый народ, просто сербы остались христиане, то есть православные, а вот другая часть приняла ислам, хорваты их начали называть, смешанные в переводе. То есть единственная разница между сербами и хорватами – это религия. И вот два народа друг друга до сих пор уничтожают, убивают, ненавидят. Представляете, как это страшно вообще, когда один и тот же народ так себя ведет. И точно так же случилось с народами, скажем так, с молдаванами, там другие народности, которые там жили. Это народы, которые исламизировались. И их назвали гагаузы. Так, чужаки, что в переводе означает. Так, дорогие друзья, я надеюсь, что лекция «Защита» у вас, вы поняли, о чем речь была, и у вас не возникнет больше вопросов насчет этого. Прослушайте, кто еще не прослушал несколько раз, и, собственно, все станет на свои места. Все, всем удачи, всех благ. Мне еще нужно снять кое-что. Ну, я еще зарядку поставлю, сниму, а после